Дорогие друзья, в наше нелегкое время очень нужны работы защитные, очень нужны ритуалы, которые помогут раненым выжить, остаться в живых до того, как их успеют отвезти и спасти. Я подарила вам за эти годы огромное количество защитных ритуалов, оберегов от пули. Я начитывала и проводила определенные работы с людьми, которые нас с вами защищают. И их матери у меня просили. Это называется ведьмин купол. Даже тем, кто незаслуженно, недостойно себя повел, точнее, не заслуживал этой помощи, но ради их сыновей я это делала. Именно поэтому, наверное, в эти годы потеряла очень много здоровья и сил именно из-за этого. Из-за переживаний, из-за того, что просто ночи не спала, до утра снимала, дарила эти работы. Но я не жалею об этом, потому что они спасли огромное количество жизней. Огромное количество жизней. Вы знаете, врачи спасают, хирурги спасают, оперируют, вытаскивают людей. Тысячи жизней спасают своей работой. Но и ведьмы способны спасти, вернуть домой тысячи людей своим ремеслом. И опять мой домовой разбушевался. И я рада, что я могла помочь людям и могу до сих пор помочь. И все мои работы найти человека, вернуть человека, дух-хранитель, да, дух-телохранитель черед, защита ратная от шальной пули. Очень много оберегов и защит, которые я подарила для того, чтобы наши ребята вернулись живыми и здоровыми. И продолжаю это делать. Есть у меня несколько работ для того, чтобы вернуть человека, чтобы человек вышел на связь. Есть работа «Невидимая нить». Это заговор на армянском языке. Найти человека или питомца, который пропал. Но сегодня я хочу вам подарить на русском языке невидимая нить, немного посильнее, посложнее работу. И хочу вам сказать вот несколько, прочитать. Не буду показывать вам, конечно, номер телефона человека, но фотографии этих ребят были в группах о пропавших без вести. Они вернулись. Они вернулись благодаря моим работам. И мои работы, конечно, посложнее, потому что мне можно более сложные, более опасные. Я свои работы адаптирую для обычных людей, в основном, если я дарю обычным людям. Но в любом случае они ничем не слабее, понимаете? Ничем не слабее, чем мои работы. За той только разницей, то есть с той разницей, что в моем случае нужен откуп и очень много уходит энергии. В вашем случае этого не нужно делать. Ну вот в некоторых работах нужен откуп, да, ну так, мизер. Смотрите, первое. Читаю. Здравствуйте, дорогая Инга, сердечно вас благодарю. Сын позвонил, живой, невредимый. Слава силам и спасибо вам, что вы сказали, делаю параллельно, еще некоторые ритуалы провожу. Он пропал и почти 2 недели не выходил на связь. Его даже объявили погибшим. Но после того, как мы его призвали, вернули, он живой вернулся. Это первый случай. Далее хочу вам прочитать еще один случай.
из моей практики. Здравствуйте, уважаемый Инга. Меня зовут Екатерина. С нетерпением ждала понедельника, чтобы поделиться с вами пережитыми событиями за последние дни. Мобилизовали близкого друга нашей семьи. Зовут Владимир. Он был отправлен на первую линию обороны. На связь не выходил. Каждый день начитывала подаренную вами защиту утром и вечером в течение всего дня. 7 декабря нам сообщили с его места работы, что пришло уведомление о его гибели. Военкомат уточнял данную информацию. Люди по городу от всего своего скудоумия начали выражать в соцсетях свои соболезнования. Слухи разлетелись мгновенно. Проводили экспертизы с погибшими, сказали, что весь взвод попал под минометный обстрел. Очень много погибших. Друзья, семья, все были в каком-то ужасном сне. Но я сказала, что доверяю древним силам, а не военкому. И 11 декабря поступил ответ из ФСО, что он будет числиться без вести пропавшим, если не опознают тело погибших. Много ждите. 9-10 декабря я провела ритуал найти, вернуть пропавшего человека. Невидимая нить, вот еще. И вчера вечером он позвонил, сказал, что жив и здоров. Взвод без потерь. Слава богам, закричала я на всю улицу. Я не могу поделиться этой новостью, всей ситуацией с вами. Не могу не поделиться. Я очень благодарна вам за ваш труд и работу. Всего словами не передать. Хочу сказать, что я абсолютно незнакомый вам человек, никогда не обращалась, но с глубоким уважением, трепетом отношусь к вашему труду и работам. Ваши ритуалы и заговоры сохраняют, оберегают незнакомых даже вам людей. Я очень ценю то, что вы делаете для нас. Не могу и не хочу молчать от всего сердца и от всей души. Благодарю вас с уважением, Екатерина. Так вот, друзья мои, что происходит во время таких работ? Заговоры, шепотки, ритуалы, они все связаны с силами, с потусторонними силами. Силы эти разные. Природные силы, вселенские силы, духи, боги, посланники богов. И каждому из этих эгрегоров обращаемся определенным образом. И они откликаются и помогают. Есть темные духи, есть злые духи. Даже к злым духам можно обращаться и просить. Я, кстати, советую людям, которые отправляют своих сыновей туда, сделайте ритуал трубка мира со злом. Задабривайте злые духи, чтобы они не причинили вред вашему сыну. Потому что все духи во Вселенной, все силы имеют право на существование. Хочу вам сказать, что в древние времена, как-то богиня не так выглядит, та тень падает не туда. В древние времена были алтари злым силам. И незнакомым богам так назывались эти алтари. То есть боги, о которых мы не знаем, но чтобы они не обиделись, мы им тоже приносим подношения, чтобы они знали, что мы их тоже почитаем. Понимаете? Вот настолько люди с трепетом и уважением относились ко Вселенной и ко всем заселяющим эту Вселенную или населяющим, и то правильно, силам. И поэтому они были счастливее нас, и разумнее нас, и жизнь у них была совершенно другая. Невзирая на трудности, которые сопровождают каждого человека, в любом случае они знали, для чего пришли в этот мир. Они спокойно принимали смерть, не боясь уходили. Они были спокойны за свой род и семью, потому что знали, что есть силы, есть предки, которые их оберегают. Понимаете? По сути, я вас возвращаю просто к корням, больше ничего. Я не открываю вам Америку. Это издревле так было. Люди приходили, просили у этих сил, получали. Конечно, я очень много нового вам даю, очень много того, что дают мне мои духовные, скажем так, родители и покровители. То есть это те силы, которые меня привели в этот мир. И они подсознательно мне дают с помощью идей и знаний, то есть новые необъятные, необъяснимые знания, которые вам помогают. Но в любом случае это все было и в древние времена.
Это все было в древние времена. Были жрецы, были ведьмы, были поклонники культа, служители культа, которые помогали людям прийти к богам, правильно попросить и получать от них помощь, собственно говоря. И жертва, и пожертвование, и откуп алтарям богов. И это все было издревле. Цари, фараоны, императоры жертвовали целые земельные участки храмам, жертвовали там, ну, все что угодно. И деньги жертвовали, и статуэтки, и золото, и серебро, и прочее для атрибутов, скажем, религиозных, ну, в то время, да, той религии языческой. Кто как мог, у кого была такая возможность. Если человек был средний живущий, приносил там теленка, отдавал храму. Если человек был богатый, он приносил там, отдавал, скажем, храму служить своих слуг или рабов, если у него были, отдавал храму в служение. То есть кто как мог, естественно, откупался, благодарил и получал эту помощь. По крайней мере, вот это чувство несчастья и вот это вот самобичевание, самоедство, которые привели к нам религии с вечным призывом каяться непонятно за что, этого не было в древние времена. В древние времена не было понятия грех. Тогда было понятие закон. Нарушаешь закон, будешь отвечать. А сейчас, к сожалению, совершенно вот загнали человека в эти рамки. Так вот, если вы хотите, чтобы человек появился, если у вас есть вещь этого человека, постучите этой вещью, там, рубашка, тапки по входной двери, вот косяк входной двери, стучите несколько раз, отложите в сторону, встаньте посреди комнаты и начинайте тянуть его невидимой нитью. Вот представьте, что он там где-то стоит, и вы его вот так тянете невидимой нитью. Во-первых, наш мир состоит из невидимых нитей, из невидимых энергий. Когда человек, вот иногда бывает, человек о вас, вы о человеке вспомнили, он раз и позвонил. И вы думаете, это же надо же, прям мысль пришла, и он позвонил. Да, потому что есть невидимые порталы, есть невидимые нити, невидимые, знаете, мир как паутина. Мы о ком-то вспомнили, он о нас вспомнил, позвонил. Мы вас не встречаемся с кем-то, он может сказать, что он тоже нас вас не видел. Наша душа с его душой там встретились. Мы имеем возможность даже вдалеке защитить человека и привести к нам невредимым и живым. Когда мы проводим ритуал защиты, либо найти человека, мы отправляем следом к этому человеку духов, которые ему помогают. Если он попал в плен, значит, делают все для того, чтобы были рядом люди более-менее человечные, ему не навредили, чтобы могли его обменять на кого-либо, чтобы он мог оттуда убежать. Если он попал в засаду, скажем так, если он в окружении, помогают эти силы, открывают какую-то дорогу и ни с того, то есть выводят его. Я вам рассказывала о том, как ведьмак по имени Иван, который во время Великой Отечественной войны просто мимо немцев проходил, но он говорил, что не смотрите на них, не бойтесь, и никто из вас не должен убежать. Если он убежит, этот морок спадет. Такое есть, понимаете? Вот никогда не случалось в вашей жизни, что вот соседка, которую там все кличут ведьмой, все ее обвиняют в колдовстве, в общем, она какая-то странная. И вы идете, никого нет рядом, а потом внезапно появляется женщина, вот эта соседка рядом с вами, думаете, откуда она здесь появилась? Вроде она не могла, вот открытая территория, как она здесь появилась-то? Она всегда была рядом, она шла рядом с вами. Только морок упал, что-то она неправильно сделала, качнулась, упала, и это вот ширма упала, и вы увидели ее в тот же момент. Понимаете? И вот он выводил этих бойцов следом, и все знали. И все знали, и все спокойно шли. Если были трусы среди них, ну, люди неуверенные,
Тех держали за шиворот очень крепко, чтобы они не шалахнулись, не убегали, не кричали, чтобы этот морок не рассыпался, не упал. Он выводил их через вот эти немецкие батальоны. И они их не замечали. Они сидели, ели, шутили, разговаривали. Они не видели, как возле них шеренгой просто проходили люди и уходили, спасались. То есть я к тому, что силы способны вывести, спасти из самой тяжелой, отчаянной ситуации. Даже если этот человек понятия не имеет, что на него читают. Я несколько раз вам приводила пример, что начитывали на незнакомых людей и спасали этих людей. Если есть работы, которые можно начитать на других людей, и если я говорю, что это можно, это не мой личный каприз. Это значит, я так приспособила, я так создала, что можно было на другого читать. Теперь, если у вас есть вещи человека, кстати, таким образом вы можете и собачку, и кошку призвать обратно домой. Эта невидимая нить очень многим помогла. Просто этот заговор на армянском языке, но я дарю вам еще и на русском, то есть и более таком сложном варианте. Сложном не в том смысле, что вам сложно читать, а более сильном, усиленном варианте для людей и для питомцев. Если у вас питомец, значит, вот что у него там, игрушка, поводок, вот так вот хлопните по двери, положите рядом, встаньте посреди комнаты. Если нет, ничего, если вы в другой стране находитесь, или вы этого человека, вот, ну, как бы не живете с ним, у вас нет вещей этого человека, но он вам знаком, вы знаете, вы хотите ему помочь. Представляйте его лицо, вот его фантом, и начинайте его тянуть невидимой нитью к себе. Вот таким вот образом, вот так вот тянете его, представляя, что вы его тянете и читаете. Но вы можете одной вот так вот как бы одной рукой держать и тянуть, и вот этот текст перед глазами. И начитывайте. Значит, во все 4 стороны света проходите вот так вот, тянете его, не выпуская эту нить. То есть вы вот так вот поворачиваетесь со всех сторон света, его тянете, где бы он ни был. Как вам сказать, как грубо звучит, как на поводке собаку, не выпуская, вот во все стороны, вот с ними гуляете, да, и вот тянете его. И начитываете этот заговор 4 раза. По кругу, вот круг такой создаете. Начитываете 4 раза, 6 дней к ряду. Рано или поздно он выявится. Если через 6 дней он не появился, значит, 2 дня отдохнете, снова начинайте начитывать. Иногда люди не могут выйти на связь месяцами. Но вы этим заговором не мешаете ему никак. Вы этим заговором его оберегаете. Вы этой невидимой нитью связали его. Он никуда не денется. Где бы он ни был, он вернется домой. Заговор такой. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя ко мне. Приди через все пути и дороги. Духов отправляю тебе вслед. Они разобьют все замки, откроют все двери, оморочат всех врагов и недругов и облачат тебя в невидимый плащ. Небо-батюшка, земля-матушка, верните свое дитя в его дом. Приди, явись, моим глазам покажись. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя к себе. Приди, приди, явись, покажись. Феппе, феппе, аверум, каракос, арне. Заклято. Еще раз. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя ко мне. Приди через все пути и дороги. Духов отправляю тебе вслед. Они разобьют все замки, откроют все двери, оморочат всех врагов и недругов и облачат тебя в невидимый плащ. Небо-батюшка, земля-матушка, верните свое дитя в его дом. Приди, явись, моим глазам покажись. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя к себе. Приди, приди, явись, покажись. Феппе, феппе, аверум, каракос, арне. Заклято. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя ко мне. Приди,
через все пути и дороги. Духов отправляю тебе вслед. Они разобьют все замки, откроют все двери, оморочат всех врагов и недругов и облачат тебя в невидимый плащ. Небо, батюшка, земля, матушка, верните свое дитя в его дом. Приди, явись, моим глазам покажись. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя к себе. Приди, приди, явись, покажись. Феппе, феппе, аверум каракос арне. Заклято. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя ко мне. Приди, через все пути и дороги, духов отправляю тебе вслед. Они разобьют все замки, откроют все двери, оморочат всех врагов и недругов и облачат тебя в невидимый плащ. Небо, батюшка, земля, матушка, верните свое дитя в его дом. Приди, явись, моим глазам покажись. Ведьминой невидимой нитью тяну тебя к себе. Приди, приди, явись, покажись. Феппе, феппе, аверум каракус арне. Заклято. Проведите, и через короткое время вы получите известие о человеке, где он, что с ним. И в скором времени он к вам вернется. Желаю вам удачи, всех благ. Доверьтесь силам. У нас теперь защита осталась только силам магии. Вот так уж мы теперь уже живем в нашем мире. Сложном, непростом. Всем удачи и всех благ.